в 1970 году вот это вот считалось очень модным и молодежным. Сегодня речь пойдет о самых модных колонках 70-х годов. Все помнят, что мы отмечаем юбилей JBL, 75 лет. Поехали. Наконец полетел сверхзвуковой лайнер «Конкорд», советский луноход проехался по Луне, американские солдаты в очередной раз попытались выиграть войну во Вьетнаме, а Мика Джаггера в очередной раз оштрафовали на 200 фунтов за, излишества всякие нехорошие. Вот примерно так проходил для человечества 1970 год. Тем временем в головном офисе JBL сидели Сидни Харман, который только что получил в управление активы компании, и Ирвинг Штерн, новый маркетинговый директор. Думаю, они курили сигары и, вероятно, даже пили виски и размышляли о том, как бы так удачно уже выступив на рынке профессиональной акустики, выступить еще и на рынке акустики домашней. Дело в том, что к этому моменту всем уже было понятно, что монитор 4310, про который я рассказывал в прошлом видео, стал безусловным хитом продаж. А в тот момент разницы между профессиональной акустикой и домашней, такой большой, как сейчас, еще не было. И поэтому эти колонки очень многие люди покупали не для работы, а в том числе и для домашних аудиосистем. Почему? Потому что они были динамичные, они были громкие, и, соответственно, рок на них было круто не только записывать, но и слушать. В общем, они подумали и приняли решение делать из профессионального монитора домашнюю колонку. Собственно говоря, матчасть менять не стали, а поменяли, как-то сказать, скорее визуальную составляющую. Вы помните, что 4310 был, как бы это сказать, перевернут с ног на голову, да? Басовик у него находился наверху. Новая колонка получила традиционное расположение драйверов. Басовик оказался внизу, твиттер наверху, средний частотник в середине, все как положено. И на самом деле избавились еще более-менее от каких-то слишком профессиональных примочек, которыми бы можно было испугать простого слушателя, но в целом ничего не поменялось. И отчасти в этом и была проблема, потому что колонка осталась профессиональным монитором. А в этот момент уже все хорошо понимали, что такое маркетинг, и осознавали, что надо придумать что-то такое, чтобы выделило новую акустику на рынке среди всех остальных. И они придумали вот это. Да. Вот это вот поролонка. Дело в том, что в 70-м году вся акустика на рынке выглядела примерно одинаково. Разнообразие форм и оттенков было еще меньше, чем сейчас. Да? Это всегда были вот такие вот квадратные ящики, примерно одного и того же форм-фактора. И плюс они были всегда закрыты защитными грилями, которые были на самом деле тоже абсолютно одинаковые, в стиле серая рогожка. То есть, если ты подходил к выбору акустической системы с точки зрения того, как она выглядит, то, в принципе, было абсолютно все равно, какую покупать, потому что они все были одинаковые. А боссы JBL с самого начала хотели чего-то странного. Они даже экспериментировали с какой-то супермодной на тот момент лапсановой нитью, да, чтобы сделать какой-то фактурный гриль. Ничего не получилось, потому что портился звук. И вот в этот момент приходит на тот момент президент компании JBL Арнольд Вольф с ветрозащитой от микрофона. Ребята, говорит, вы посмотрите, если вот эта вот штука не мешает записывать звук микрофоном, где уровень сигнала ничтожен по сравнению с тем уровнем, который выходит из колонки, то почему бы нам не использовать ровно вот эту же штуку для дизайна? Вот так и появилось вот это. Слушайте, я когда первый раз увидел эти защитные грили L100, я сам удивился, потому что настолько толстый и плотный материал, трудно поверить, что он не мешает звуку. А между тем, это та самая, как это называется правильно, формоустойчивая пена, из которой делают ветрозащиту для микрофонов. Действительно, абсолютно она. Вот, казалось бы, совершенно очевидное решение, почему кроме них никто не догадался так сделать, непонятно. Да, ну и последний штрих. В списке разработок компании в тот момент эта акустика стояла под номером 100. Так, собственно говоря, и появилось название L100. Да, давайте еще раз остановимся и осмотримся вокруг. Итак, 70-й год. Джима Моррисона в очередной раз арестовали за пьяный дебош. В Великобритании проходит первый фестиваль Гластонбери, а Элвис Пресли встречается с президентом Никсоном. То есть вы понимаете, вот эта вот молодежная рок-н-ролльная культура, она на самом деле в этот момент абсолютно правит миром. Что это означает для хай-файной индустрии? Это большой перелом, потому что в 50-е и 60-е домашняя аудиосистема — это на самом деле такой очень суровый лакшери-продукт, который могут позволить себе только состоятельные взрослые мужчины. Что они слушают? В основном академическую музыку и в лучшем случае крунеров. И это, кстати говоря, очень показательно, потому что какие первые две долгоиграющие пластинки вышли в свет? Симфония Мендельсона и
Фрэнк Синатра. В 70-м ситуация кардинально поменялась, потому что вот эту новую музыку, новую культуру хотели воспринимать и слушать новые люди. Может быть, дело было просто в том, что дети вот этих самых солидных мужчин 50-х, 60-х подросли, и у них наконец появились деньги. И да, они хотели слушать рок, и они хотели чего-то нового и модного. И вот эти вот JBL L100 с их разноцветными грилями абсолютно футуристического вида, они были для молодежи 70-х, ну как, я не знаю, iPhone для миллениалов, понимаете? Они были круче Лунохода и Аполлон-13 вместе взятых. Даже если бы они никак не играли, просто из-за их внешнего вида они бы стали культом. А они ведь еще и играли. Вы же наверняка все видели эту фотографию, да? И никто не знает, что на самом деле это была реклама кассет Maxell 1979 года. Да, этот медиаобраз настолько вошел в поп-культуру, уже такое количество разных мемов и фотожаб сделано на его основе, что как бы всем он известен, но никто не помнит, откуда он, собственно говоря, появился. Самое интересное в этой истории – это кто изображает ту самую колонку, которая сдувает вот этого вот, значит, подвыпившего рокера с кресла. А это, друзья мои, присмотритесь внимательно на оригинальную фотографию, посмотрите и сюда. Да, вот этот самый рисунок гриля, да, это она, L100. И это 79-й год. 10 лет прошло с момента выхода этой колонки на рынок, и она по-прежнему остается архетипом самой крутой и модной колонки на планете Земля. Да, JBL L100 в 70-е стала вот таким вот проводником самой актуальной музыкальной культуры. Тяжелого рока, хард-рока. На самом деле, потому что действительно, хотя характеристики этой акустики по нашим временам совершенно не впечатляют, но тогда они действительно были колонками, которые умеют играть громче всех и динамичнее всех. То есть они качали. Не исключаю, кстати говоря, что диско тоже было придумано и оформилось именно благодаря мониторам JBL. Ну, конечно, была у этих колонок и обратная темная сторона, потому что, понятное дело, что они были динамичные, громкие, они идеально отыгрывали самый модный на тот момент жанр, хард-рок, все это было зашибись, это было очень молодежно, очень энергично. Они реально могли потрясти полами и потолками, навести шороху на этаже. Но если мы говорим о воспроизведении тонких деталей, акустических инструментов, послезвучия, тембральной палитры, то, скажем так, на рынке было много акустики, которая справлялась с этим получше. Что, впрочем, не помешало L100 стать самой популярной акустикой десятилетия в 70-х. Представьте себе. Их было продано 125 тысяч пар. И по статистике на рынке Соединенных Штатов в 70-х колонок JBL L100 было продано больше, чем всей остальной акустики всех брендов вместе взятых. А вы еще удивляетесь, почему теперь вот вся школота ходит с беспроводными колоночками JBL? Да потому что люди еще 50 лет назад умудрялись такое делать. Что уж говорить про сейчас. И вот 2 года назад, в 2018 году, появилась новая версия JBL L100 Classic. Да, 12-дюймовый бумажный басовик, 3 полосы, значит, крутилочки высоких и средних частот. Все как положено. Понятное дело, тот самый гриль из формоустойчивой пены. Но, конечно, звук здесь совсем другой. Я бы так сказал, гораздо более взрослый, в соответствии с возрастом модели. Да, интересно, конечно, вот как замкнулся этот круг истории, да, потому что те люди, которым в 79-м L100 казались пределом молодежной крутости, они сейчас ведь разменяли уже 6-й десяток и, естественно, совершенно по-другому стали относиться к звуку. Поэтому современная L100, конечно, звучит абсолютно иначе, гораздо серьезнее, скажем так. Ну а как именно, сходите сами и проверьте, послушайте в любой, как это говорится, хай-фаечный. А я, пожалуй, посижу и подумаю, о чем еще из истории аудиотехники рассказать вам в следующий раз.